Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Кто или что внезапно ворвется в вашу жизнь в период с 1 по 10 ноября. Мы не берем длительный период, потому что сам ноябрь, он может быть очень переменчивым. Как и наши какие-то приоритеты мы можем тут пересматривать или пытаться решить какую-то двойственную ситуацию, так и внешние обстоятельства тоже на нас влияют. У нас сегодня две колоды карт, и первая Ленорман, поэтому мы на Ленорман просто достанем 6 карт и не будем предопределять, предвосхищать вопросами, а пойдем по той ситуации, которую нам будут раскрывать карты, а они раскрывают как раз события, как видят карты Ленорман. Что вас ждет, мои дорогие, или к чему все идет, или какое-то дело, может быть, завершается или развивается. Может быть, кто или что будет способствовать переменам в вашей жизни или конкретно изменит вашу жизнь. Что вообще, как ваш жизненный период на 10 дней с 1 по 10 ноября видят карты. Итак, достанем 6 карт. Кто или что ворвется в вашу жизнь? К чему все идет, развивается? Здесь скорее какая-то история из прошлого. Может, ну, если мы говорим о гороскопах или планетарно, достигать своего пика, эпогея для того, чтобы вы сделали какие-то выводы. 15 ноября у нас полнолуние. Полнолуние – это всегда кульминация, поэтому кто или что ворвется в вашу жизнь? Дружба. И по этой карте, прекрасная карта, кстати, где-то говорит о переменах. Мы можем и дружбу переводить переменам, если по части ваших контактов уже с теми персонами, которых вы знаете, потому что 1,8, если сложим, 9 это где-то перемены. И здесь у каждого по-своему. Предположим, какая-то разочаровывающая история в личной жизни. Может быть, была и семья, но утрачено взаимопонимание, вы расстаетесь или расстались давно, или у кого-то сейчас еще проходит слушание в судах. Я этого тоже не могу исключить. Но, возможно, вы поймете, или будет какая-то данность такая, когда контакты наши в будущем неизбежны. Нам придется, может быть, дети остались, недвижимость, еще предстоит согласовать деньги. И поэтому лучше ну, на какой-то дружеской ноге остаться или расстаться, чтобы легче эти было диалоги, контакты в будущем осуществлять. Для кого-то это может означать и была какая-то прежняя история, например, когда вы познакомились относительно недавно, или пусть даже давно, а здесь укрепляется ваша дружба. Может быть и такой момент, что вы с человеком были на расстоянии, тут у каждого своя какая-то будет ситуация, и вы друг друга еще плохо знали, вы тоже как-то узнаете. По этой карте нам могут еще друзья прийти на помощь. Есть вот как будто то или те, кому мы можем доверять. Это могут быть и по вашему бизнесу, по вашему труду, занятости тоже какие-либо контакты. Вы можете сами определять свое окружение и приоритеты вашего окружения, надежных людей. Потому что хочется как раз себя и окружить не теми, которые сегодня думают одно, а завтра другое. А нет, вот мне нужна надежность. Это, наверное, основа этого периода в 10 дней, и все решают люди, поэтому через общение вы будете пытаться и собственные позиции усилить. Давайте посмотрим дальше. Аркан Лилии. Опять же, про общение нам говорят. Но Лилия – это более холодная карта. Это, кстати, карта искренних отношений. Поэтому для кого-то из вас и в личной жизни просто, может быть, и в брачном союзе, но есть те темы, которые нужно проговорить, глядя друг другу в глаза, откровенно, искренне. Не замалчивать, не словно утрамбовывать вглубь себя и потом что-то домысливать. А нет, на поверхность и все проговорить максимально откровенно, чтобы не было каких-то домыслов, не было нашего, опять же, додумывания или каких-то предположений, мои дорогие. И вот по карте Лилии беспристрастное искреннее общение. У кого-то это в личной жизни проиграется, но у кого-то труд, работа или новые контакты. Да, вы можете в эти 10 дней для себя
приоритеты на будущее расставлять. По карте звезды это то будущее, которое лет на 10-20. Очень символично, потому что как раз 19 ноября Плутон завершает свой последний транзит в знак зодиака Козерог и переходит в знак зодиака Водолей. И для вас, мои дорогие весы, это то время, когда вы шире, ярче сумеете раскрыть собственные таланты. Но Плутон планета медленная, и поэтому это то, что вы будете шаг за шагом настойчиво осуществлять, правда. Но, видимо, вот этот период ноября, как перезагрузка своеобразная и расставление приоритетов, и такой вопрос: кто со мной? А кто, ну, увы, не по пути? Я не имею в виду против меня, но вы можете очень многие свои контакты пересмотреть. Кто остался знакомым лишь в моей жизни, кого я вообще отнесу к прохожим в моей жизни, а кому я могу доверять. Это по карте звезды еще обещают ваш последующий какой-то успех. Для кого-то из вас это могут быть уже в эти 10 дней далекие поездки, перемещения, может быть далеко от вашего места пребывания. Кто-то из вас будет озадачен вопросом, возможно, как приобрести недвижимость где-то далеко. Кстати, вы будете рассматривать разные варианты. Здесь не просто ваши планы на будущее, а еще и место проживания, местонахождения, место работы. Для кого-то работа удаленная может проиграться, у кого-то работа с командировками или работа из любой точки мира. Могут проходить какие-то новые IT-технологии, или вы можете что-то для себя обозначить, неплохо было бы изучить. И именно обозначить, потому что по карте звезда это то, чем мы будем заниматься в последующее время. Это тот еще будущий успех, который потребует на данный этап времени правильной организации жизни и буквально составления плана минимума и плана максимума. С какой-то корректировкой, безусловно, в будущем, но определиться как будто необходимо в эти 10 дней, мои дорогие. Давайте откроем еще. Да точно, все то, что я сказала, добавляет еще аркан корабля. А это у нас Меркурий, один из символов Меркурия. И это карта перемен. Вы на пороге действительно перемен. И все то, что я уже не повторяюсь, я вам сказала за первые 3 карты. Эта карта утраивает как будто, как и само по себе перемещение, новые возможности. У кого-то банально проиграются, как сами по себе обстоятельства вам словно подыгрывают и дают какие-то шансы. И ваша задача правильно просчитать, не без этого, расставить приоритеты, но и чего-то же не упустить тоже. Будьте внимательны. Спокойный период. Ни одна карта не говорит о какой-то синкопе или то, что мы прямо, ну, как-то резкие движения делаем или такие резкие заявления, решения. Но все же есть та тема, которую нужно детализировать и не упустить тоже. Вот по этой карте нам могут ведь еще говорить о том, что, к примеру, мои дорогие, если у кого интернет-магазин, тут могут быть, или вы работаете связанные со сферой услуг, это может означать для вас как расширение возможностей вашего бизнеса, расширение горизонтов вашего бизнеса. Имеется в виду, может быть, конкретно на другие страны. Или добавить себе популярности посредством интернет. Может быть, вы эксперт в какой-то области, заявить о себе, может быть, посредством интернет. Дважды, потому что, как и по королю пространства, и по звездам тоже. А пространство, эфир и интернет. Это такая подсказка, не упустите чего-то. Здесь розовые очки нельзя одевать, это факт. Карта лилия. Где-то не ставить перед собой такой задачи, что я прямо сейчас и на оставшуюся жизнь с кем-то договорюсь, и у меня будет словно база, я успокоюсь. Нет, этого не произойдет. Руку на пульсе придется держать. Но и как отказаться или побояться, вот вы тоже не можете. Иначе мимо что-то пройдет. Да, не можете. Букет, опять же, приятное общение. Посмотрите, общения будет много. А у кого-то из вас, знаете, могут быть предложения, новые должности, когда вы будете работать с большим объемом информации или отвечать за такой участок работы, или с большим количеством людей. Может быть, это работа онлайн, посредством, опять же, интернет.
Это будет недостаточно так легко. Будет, может быть, это и усталость, но вы с этим справитесь. Для вас это сама работа. Вот через такое общение может открывать новые перспективы. Но опять же, период короткий. Общения много, общение искреннее, общение разное. Но мы не должны упустить время, поскольку букет может завять. Поэтому используйте как-то продуманно этот период времени. Ну, дважды, трижды, наверное, 6 раз. И в результате, посмотрите, 6 карт. И первая карта собака. Надежность, все, что я сказала. И ключи в ваших руках. И удивительные у вас карты выпали, мои дорогие. Посмотрите, сколько очень важных чисел. Если мы говорим о карте собака, 9, да, мы складываем. Я сказала, это преддверие перемен. А 9 это у нас 3 раза 3. И вот, пожалуйста, лилии 30 или 3. Дальше у вас выпадает корабль, опять же, 3. И ключ. Одновременно 2 тройки, в сумме 6. 6 это победа. А перед этим у вас букет, и это опять же перемены. Да, тут какую-то возможность я вижу, вам ни в коем случае нельзя упустить. Но если мы говорим по нумерологии и карта звезды, 1 и 6 это 7. И 7 это, знаете, такое в некотором смысле божественное число. Это ваше вдохновение, это ваша миссия, если хотите. Это когда карта предлагает, почему она и служит олицетворением будущего. Это ваши высокие честолюбивые планы, духовные, мои дорогие планы. Это то, что пока не на материальном уровне, бытовом каком-то присутствует. Это есть где-то ваша мечта, ваша цель, ваше намерение. И это будет тоже важно. Сделать из мечты реализацию и получить победу. Ключи у вас, мои дорогие, в руках. На этой неделе не только ключ, а и дверь есть, куда вы должны погрузить этот ключ и только лишь повернуть. И какая-то дверь в будущее перед вами откроется. Удивительные 10 дней могут быть, такая декада. Чего-то не упустите. Что же вам придется адаптировать? Давайте немножко проясним. С чем это может быть связано? Но адаптация, конечно, это мы сами в первую очередь. И под девятки жезлов нам говорят, был какой-то длительный период, когда вам хотелось, может быть, уединиться, или когда было перепробовано много проектов, но ничего не получилось. Когда обстоятельства, мои дорогие, так складывались, что вы вынуждены были себя защищать. И разделили все свое общение, как бы, или ваши отклики во внешний мир только в тех случаях, когда либо первое что-то угрожало, либо второе, чтобы что-то конкретно не упустить. В принципе, когда не хотелось много общения, и карта говорит, тебе придется себя несколько реорганизовать на большие как раз контакты, выйти как раз из этой зоны ограничения или из этой какой-то обособленности, выйти на авансцену, буквально себя организовать совершенно на другую концепцию. Что же еще вы будете? Ну, я даже не достаю третью карту, потому что карта мага. И все предыдущие карты мы об этом подробно говорили. Колода Ленорман тоже ведь свидетельствует об этом. Маг – это холодная энергия. И магами не рождаются, ими становятся, потому что имеют какой-то очень сложный опыт поражений. И именно основываясь на этом опыте и получаются сильные личности, маги. Они понимают, что люди меняются и обстоятельства меняются. Поэтому вовремя корректируют планы, ставят перед собой цели, намерения и не воспринимают как черное-белое нашу жизнь, а понимают, что есть полутона. И даже в самых патовых ситуациях выход всегда есть. У вас все стихии или все ключи в руках. Тут действительно аккуратный такой, элегантный выход на первой позиции, мои дорогие. Вы маг-волшебник. Хотя маг, безусловно, это карта великого манипулятора, но, может быть, для вас поначалу эти аккуратно осторожные энергии совершенно необходимы, чтобы и себе не навредить, для того, чтобы базу какую-то, да, надежный фундамент построить, так и уже смотреть в будущее, чтобы двери не перепутать нужные.
Вообще здорово, карта мага и карта ключ. Действительно, что-то может быть очень важное в эту декаду для вас. Что же вы будете организовывать в эти 10 дней? Давайте узнаем конкретно. Новую жизнь. Все то, что я говорила, снова вам подтверждает карта. Да, тут нельзя сглупить, безусловно, нулевой аркан. Мы должны надеяться сами на себя. Вот это колесо истории, да, нулевой аркан. Здесь могут и возвращаться какие-то, как и люди из прошлого, или ситуации где-то из прошлого, и для чего-то вам они даны, либо эти контакты прежние, они вам каким-то образом могут помочь, либо могут быть продолжены. Может быть, совершенно в каком-то беспристрастном ключе. Но тогда у вас все равно для какой-то вашей как благополучия или для вашей прочной позиции это тоже нужно. Или как окно в мир, или какая-то новая возможность. Но повторение. Нас именно, вот посмотрите, как бы полукруг, словно уроборос, изображен на этой карте, и это начало и конец. И где-то карта мага нам тоже говорит, что даже из какого-то прежнего опыта мы можем извлечь какое-то очень рациональное зерно и, опираясь на него, построить замечательное будущее. Но не в иллюзиях, увы, нет. Какая-то ситуация, она сама по себе не разберется. Ею придется управлять вам. Но это для вас как раз и может открывать новые перспективы. У кого-то конкретно связано с перемещением, с новыми должностями или с новой возможностью получить, опять же, либо должность, либо расширить свой бизнес, либо как перевод ваших отношений на новый уровень, или просто познакомиться для кого-то наконец. К любой сфере жизни нулевой аркан можно отнести. Что же вы будете еще организовывать, себя организовывать? Два старших аркана, как и нулевой начало, да? Или, знаете, в одной из колод карта нулевого аркана называется «Хаос перед началом творения». Еще творение не началось. И есть еще какой-то хаос, и вам его нужно упорядочить. И причем это сделать так красиво, никому ничего не говоря. Верховная жрица, в первую очередь, это карта независимости. Поэтому храните молчание. О ваших планах никто не должен знать. Вверху карта мага, посмотрите. И жрица это, наверное, больше даже где-то, чем маг, потому что она все знает. Да, маг великий манипулятор, и вы можете столкнуться с таким человеком, кстати, который привык манипулировать. Но тогда вы все эти хитрики, мои дорогие весы, видите за версту. И, может быть, даже этот маг вам чем-то удобен, выгоден. Или есть какая-то сфера деятельности общая, или какой-то общий интерес. Да, интересы это не на всю оставшуюся жизнь. Интересы в течение жизни у нас многократно меняются, но пусть на короткий этап. Взаимоотношения с конкретным человеком могут быть взаимоинтересны и взаимовыгодны. И поверьте, тогда вам карты говорят, используйте на благо самому себе, сохраняя, опять же, свою как и нейтральную позицию, так и свою независимость. На что-то не соглашаться раньше времени. Не соглашаться, может быть, с подписанием какого-то важного документа. Или если вы подписываете документ, тогда перепроверяйте. Или делайте максимально для себя что-то обустроено хорошо, когда вы, опять же, и перепроверите, и просчитаете на пару шагов вперед. Звезды все же выпадают. По карте Верховная Жрица слушайте вашу интуицию, что вы будете организовывать. Здесь есть те события и ситуации в эти 10 дней, когда вы не можете что-то как и просчитать, и так я могу предположить. И тогда осторожные вот эти действия, когда придется и нейтральную позицию занять, и не вашим, и не нашим, и не да, и не нет. Или, может быть, это тот маневр, когда вы от чего-то отказаться можете в последующем, но пока вы эти 10 дней вы не видите. И вам тоже где-то придется быть этим магом, мои дорогие, чтобы как-то красиво обустроить свою жизнь. Храните о себе тайну, потому что прообраз это у нас Ля Папеса, Верховная Жрица. Храните тайну, никому ничего не говорите. Пятерка мечей
это какой-то конфликт. Поверьте, мои дорогие весы, вам захочется не раз кому-то что-то высказать, то, что вы думаете. Вот это точно. Но в целях самосохранения вот такие благоприятные энергии вам как раз помогают не наломать дров. Получить победу, а не пировую победу. Или, может быть, какой-то был предыдущий конфликт, а вы его должны свести к нулю. Дайте я еще раз вот перемешаю карты. Вот что же вы будете организовывать? Я не совсем поняла, хотя два старших аркана, у каждого по-своему. Может быть, вы будете нейтральную позицию по каким-то взаимоотношениям. Вот смотрите, еще одна карта, я положу сюда, у вас выпало две карты. Магические возможности, две карты манипулятора, как и сила, так и маг. Тут может быть столкновение, все-таки маг у нас подразумевается мужская энергия, верховная жрица женская энергия. С вами может захотеться лицам противоположного пола не только дружить, но и познакомиться поближе. Поэтому карты вам говорят, а ты используй на благо себе такую энергию, но не торопись. Позиция вот этой верховной жрицы в тени, она более надежна. Но есть где-то, как у мага, рычаги влияния или как по карте сила. Пусть изображен мужчина, но карта более женская. Тогда у тебя больше будет возможностей обустроить какое-то дело, какой-то вопрос. Не жди, что само что-то разрешится. Придется и самому не плашать. Но, может быть, как раз свести к нулю, повторюсь, все же вот эту пировую победу или какой-то прежний конфликт. Здесь как и люди, так и ситуации из прошлого могут к вам возвращаться, чтобы вы в каком-то новом контексте с большей пользой для себя что-то сделали, мои дорогие весы. Удивительные карты у вас выпадают. Как будто, понимаете, смотрите, какие энергии. И маг, и сила, и верховная жрица. Да, это начинание, не сглупить. Но вот в этих начинаниях как нельзя обособиться от мира или отказаться от каких-то возможностей. Так, и не настаивать на своем, чтобы не провоцировать как и конфликт, так и победа, которая пирова, она тоже не имеет значения. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.